Дайвинг на сайте Шаб-Марсалам обычно организуют с небольшой дайверской яхты, или, как говорят местные, с лодки, поэтому наш трип начался с поездки на автотранспорте в порт. Нужно сказать, что портом это замечательное место по сути не является, ввиду того, что как такового причала здесь нет. Лодки стоят на якорях в акватории порта, а туристов и дайверов к ним подвозят на зодиаках. Что же касается самого Марсалама, то он, как мне тогда показалось, представляет собой небольшой поселок с мечетью и несколькими административными зданиями. После недолгого ожидания на берегу мы сели в зодиак и направились к нашей яхте. Когда все снаряжение и все участники поездки с помощью зодиака были перевезены на борт, наша шхуна, миновав узкий проход между рифами, вышла в море. На море было сильное волнение, и лодку раскачивало на высоких ультрамариновых волнах, как щепку. Сидя на носу нашей шхуны, я думал о дальних океанских походах, соленом ветре, мачтах, парусах, словом, обо всем том, что связано с морской романтикой. Как и было обещано на брифинге, примерно через 20 минут с момента выхода из порта мы прибыли на место. С борта нашей лодки риф выглядел как несколько плоских белесых платформ неровной формы, находящихся неглубоко под водой. Всего мы планировали сделать 2 дайва. Первый дайв мы делали с зодиака. Мы надели снаряжение, погрузились в лодку и отправились к месту начала первого дайва. Наша лодка прямо-таки скакала по большим волнам. Когда ее нос сталкивался с очередным гребнем, нас обдавало крупными солеными брызгами. На глубине было спокойно, и лишь ослабленные толщей воды блики от волн напоминали о том, что происходит на поверхности. Подводный пейзаж на этом сайте, как, впрочем, и вдоль всего побережья Марса-Алама, оказался очень красивым. Главным образом за счет обилия самых разнообразных кораллов, в ветвях которых обитает несметное количество мелких рифовых рыбок. Набор представителей красноморской фауны, которых мы встретили в течение этого дайва, оказался вполне обычным. Прежде всего, это вездесущие парочки похожих на ярко-желтые пластиковые игрушки рыб-ангелов. Они медленно продвигались вдоль стены рифа или пинакла и синхронно, как фигуристы на льду, совершали несложные маневры. Помимо ангелов мы встретили яркую стайку синеполосых луцианов и не менее яркую стайку крапчатых с желтыми плавниками монопятнистых луцианов. Жизнерадостная раскраска этих рыбок приятно контрастировала с голубоватым из-за толщи воды над нами коралловым фоном. Еще мне удалось снять, как мне показалось, угрюмого, глубоко погруженного в свои мысли метлохвостого Хейлина. Увидев нашу группу, Хейлин поплыл в противоположную от нас сторону, сердито взмахивая острыми грудными плавниками. Нужно сказать, что окрестности рифа изобилуют причудливыми живописными коралловыми пинаклами. Пинаклы в буквальном смысле этого слова кипят жизнью, давая приют как разнообразной рифовой мелочи, так и рыбешки покрупнее. Думаю, можно часами висеть в пространстве около таких пинаклов, завороженно наблюдая за их жизнью. Около одного из таких пинаклов нас ждала стайка серебристых цезий с забавными черными и белыми пятнышками на тонких лучах хвостовых плавников. Каких-либо крупных рыб, черепах и прочих заслуживающих особого внимания обитателей Красного моря в течение этого дайва мы не встретили.
Налюбовавшись подводными красотами и обитателями сайта, мы отправились на поверхность. На лодке нас ждал стандартный для всех египетских дайверских лодок обед, после которого все разбрелись по кораблю. Кто-то спал, кто-то загорал, кто-то отдыхал в тени, а я снимал на видео все, что казалось мне интересным. Второй дайв мы начали прыжком с лодки. Опустившись на дно, мы сразу же проплыли через небольшую Г-образную пещеру. Грот, как выразился на брифинге наш гид. В гроте мы увидели несколько зависших в пространстве стаек рыб-белок, а пробивающиеся через отверстия в рифе лучи солнца создавали причудливую игру света. Прямо из грота мы сразу же вышли на рэк. Разумеется, арт-объект, состоящий из листов железа, проводов, арматуры и еще неизвестно из чего сделанный местными умельцами, никаким затонувшим кораблем не является. Тем не менее, рядом с ним на дне стояло несколько унитазов и даже была керамическая раковина, а на самом рэке стол с бутылкой и несколькими бокалами. Обследовав рэк, мы направились вдоль рифа и примерно через 20 метров встретили черепаху. Она плыла мимо, равномерно и как-то меланхолично взмахивая своими широкими передними ластами, не обращая на нас совершенно никакого внимания. Продвинувшись немного еще, мы встретили несколько семейств задорных и одновременно слегка нервозных амфиприонов или рыб-клоунов. Эти весело раскрашенные рыбки то быстро и даже как-то судорожно короткими отрезками разрезали воду вокруг приютивших их актиний, то прятались в их белесых, безвольно колышущихся по воле волн щупальцах, глядя на нас своими маленькими черными, как мне показалось, испуганными глазками. Еще чуть дальше наш гид указал на торчащую из рифа темно-серую морду мурены. С помощью металлической палочки он попытался выгнать ее из пещерки, но мурена только глубже ушла вовнутрь. Вскоре пришло время подниматься на поверхность. К месту, где стояла на рейде наша лодка, мы вернулись также через пещеру, но уже через другую. Когда все выбрались из воды и количество пассажиров в начале поездки совпало с их количеством в конце, наша шхуна отшвартовалась от рифа и легла на обратный курс.
порту мы пересели на автотранспорт и, как принято выражаться в таких случаях, усталые, но довольные, поехали в отель. С дайв-сайта Шаб Марсалан я вез незабываемые впечатления и несколько гигабайт видео.